Всем привет из солнечной Тимишоары. Всем привет. Это в Румынии, если кто не знает. Сегодня мы здесь, раннее утро, часиков это 9. Ну, для нас это раннее утро, да. Ну да. Вот, и сейчас мы планируем пройтись по этому городку, к Старой площади, посмотреть, что здесь интересного есть. А почему мы здесь и как мы здесь, мы расскажем по пути. Так что, пошли с нами. Все же путешествовать просто необходимо. Например, чтобы расширять свой кругозор, накапливать знания, знакомиться с миром, в котором живешь. Вот ведь что мы знали о Румынии прежде? Что есть такая страна в Юго-Восточной Европе, что столица ее – город Бухарест, который, кстати, за глаза и еще называют европейской столицей бродячих собак, потому как этих четвероногих там, только по официальным данным, более 60 тысяч. Слыхали мы и о таком-сяком Чаушеску, изначально румынском государственном деятеле и генеральном секретаре ЦК Румынской коммунистической партии, мутировавшем в конце концов в обыкновенного диктатора. Его вместе с супругой потом судили и расстреляли. Опять же, по официальной версии. Да вот, собственно, и все, что мы знали о Румынии. Имеется в виду навскидку. Потому как каждый из нас в отдельности что-то где-то об этой на самом деле гораздо более интересной стране все-таки узнавал дополнительно. Случайно ли, читая художественную литературу, или намеренно. В моем случае это было, например, желание выяснить, что же изображалось на румынских деньгах и почему именно это. Ну или интерес к мистическим местам Румынии. Например, к лесу призраков Хоя-Бачу в Трансильвании, получившему от исследователей паранормального ярлык самого таинственного леса в мире. А почему Тимишоара, а, например, не Сибио, где мы были, когда мы переезжали в Болгарию? Ну, во-первых, да, Таня, ты хочешь сказать что-то? Не-не, я Нет? как раз... Ты слушаешь Я как раз? слушаю тебя. Мне тоже интересно, почему именно Тимишоара. Тимишоару выбрала я. Ну, во-первых, потому что она находилась у нас на пути. А во-вторых, потому что я слышала, что город красивый. Во всяком случае, его центр. И в Тимишоаре есть что посмотреть. Единственной проблемой в нашем случае была нехватка времени. Больше, чем на несколько часов задерживаться мы там не планировали. Ну, я не планировала. Иначе весь мой временной график полетел бы в тартарары. Вот-вот, именно время, которое, как известно, пытался задержать, и пусть только на миг, еще сам Гёте, через знаменитое волшебное заклинание своего незабвенного Фауста. Помните это его «Остановись мгновение, ты прекрасна». Кстати, а кто подзабыл, смело смотрите нашу видеотрилогию «Тайна смерти чернокнижника» здесь же на канале. Ссылку на нее мы оставим в описании. Однако Татьяна не договаривает. На самом деле она аккуратно подвела окончание первого этапа нашего пути в Германию к теме, которая занимала меня все последнее время перед поездкой. А конкретно к теме удивительных, а порой и просто чудных переплетений в судьбах отдельных европейских правителей из династии Габсбургов со значимыми историческими вехами, а главное для меня, со знаменитыми реликвиями и артефактами. Я надеялась, что Рольфу понравится в Тимишоаре. И не прогадала. И в первую очередь потому, что это, как он любит выражаться, одно из исторически знаковых мест. Ведь кого там только не было на протяжении веков и тысячелетий. Тимишоара знаменита еще и тем, что она была всегда, во все времена на стыке каких-то значимых событий для этого региона. Кого там только не было, каких только племен Да не уж, было. это точно. Там, начиная с самых древних, там первое поселение неолитические, да? Да-да-да, якобы нашли, значит, археологические Да. находки, которые на поселении еще в неолите. Там были готы, там были варвары, там были гуны, там были авары, сарматы, печенеги даже туда заходили. Монголы, кстати, между делом. Монголы, да, в 13 веке все это дело здорово порушили. И кто он был, получается, румынский, нет, венгерский, да, получается, Венгерский король Бела четвертый, IV, если который не ошибаюсь. пригласил, значит, немецких поселенцев на территорию Тимишоары, и они ему заново Построили отстроили. заново крепость. Да, без немцев нигде не обходится.
Ну, еще интересно то, что некоторое время, это получается в 13 веке, по-моему, да, Тимишоара была даже какое-то 14-м, по-моему, незначительное, в начале 14 века, какое-то незначительное время даже была столицей Венгрии, Венгерского королевства. Да. А вот Штефан I, святой, это вот известный, один из двух-трех таких наиболее известных правителей Венгрии. Вот здесь голуби летают. Ужасно, я ненавижу этих летучих крыс. Фу. Голубь — это экстремально тупой пернатый. Оно трясет своей башкой, когда совершает променады. Вот, возвращаясь, значит, к Штефану Первому святому, он даже, получается, вот под свою корону ее в свое время этот город подвел. Ну, то есть она была какое-то время еще, это получается в начале второго тысячелетия. Штефан I, он был коронован в 1000 либо 1001 году, и вот где-то вот на стыке этих тысячелетий он Тимишоару ввел, получается, в свое царство. Да, вот Тимишоара, о ней еще следует сказать то, что, Тань, как там было с населением? Да, вот интересно, кстати, в 2009 году была Тимишоара вторым по величине городом Румынии. В 2011 году на 3-м месте была, а в 2021 году уже на 5-м месте. То есть получается, или какой-то другой город так растет, что он перегоняет Тимишоару, или несколько городов, или в Тимишоаре так настолько уменьшается население, что вдруг оно... ни с того ни с сего, Да, очень интересно. Хотя, в принципе, город такой, ну, я думаю, для молодежи, там и какие-то учебные заведения наверняка есть. Ну он да. такой, в принципе, ухоженный, Университет такой мы аккуратный. точно видели в любом Да, в принципе, случае. приятно удивлены. На момент нашего посещения Тимишоары меня больше интересовала одна и совершенно конкретная эпоха. С 1716 по 1918 годы этот город являлся частью Австро-Венгерской империи, которой Габсбурги, как известно, и правили. Причем отдельные династии, как я уже и говорил, еще и отмечали многие значительные и по-прежнему покрытые тайнами вехи европейской истории. В память о двух таких монархах в римско-католическом соборе Тимишоары на самой старой площади города по обеим сторонам от центрального алтаря установлены статуи. Одна посвящена Карлу VI, а другая его дочери, известной правительнице и реформаторше Марии Терезии. А мне именно в этой церкви очень хотелось взглянуть на знаменитую алтарную картину с изображением святого Георгия, поражающего змея-дракона, приписываемую кисти хорошо известного в свое время художника Микеланджело Унтербергера. Ее датируют 1754 годом. И, кстати, это тот самый мастер, что расписывал и алтари Венского собора святого Стефана, куда мы планировали попасть на обратном пути. В общем, нам с Татьяной здорово повезло. Мы оказались в этой церкви сегодня совершенно одни. Он какой великолепный алтарь, украшения с, ну куда уж без нее, явно масонской символикой, опять-таки, лучезарная дельта, задрапированная под голубя, от которого или из-за которого выходят лучи в разные стороны. Вот эта картина Микеланджело Унтербергера. И вот эти вот две статуи в благодарность Австро-Венгерской империи, ну там за поддержку. Нет, именно как раз этим персонам в благодарность за Да, ну понятно, в их лице. И вот мы с Таней сейчас стоим и думаем, а кто из них кто? Таня говорит, что вот Мария Терезия, это получается справа, да, которая с крестом в руке, потому что она якобы в платье. Да. Я поначалу подумал, что... Ну, по лицу это Карл VI. По лицу, но она вся в отца. Вот, а это получается слева Карл VI, потому что вот у него явно брюки, да, видны? Ну, с другой стороны, что у него за хламида на башке? Непонятно. Ну вот здесь надо будет еще посмотреть. Может быть, кстати, мы их перепутали. И как раз таки... Ну а что Карл в платье-то? Ну да. Непонятно. Нет, все же, наверное, Мария Терезия, она справа. Да, Таня, ты права, скорее всего. Но с другой стороны, понимаешь, опять же, женщина с непокрытой головой, а мужчина с покрытой головой тоже непонятно. Что-то скорее всего. На то они и монархи были, им многое позволялось. Ну, да, логично. А вот эти вот а-ля балкончики,
Интересно, кто оттуда выглядывал, когда Потому мессы что они и велись. выглядывали, когда сюда приезжали. Ну, здесь прям трон, как у римского папы. Вот интересно, сейчас все больше и больше в интернете идет разговор о том, что вот эти вот шляпы папские, да, Да, что да. они похожи на летающие тарелки, и, соответственно, происхождение Святого Престола, откуда она идет, может быть, оттуда сверху, но не с того верху, откуда считают, что она идет. Но идея летающие интересная. шляпы. Идея интересна, потому что вот само появление вот этой шляпы в гардеробе Понтификов. понтификов, да. А это, кстати, мощевик, судя по всему, вот, знаешь? Ну да, здесь какой-то мощевик. Нет, это не мощевик. Нет? Это тайная вечерняя, тут типа, вот же нет? какой-то Или размер кость? кость? Да, кость. Ну, слушайте, вот здесь или освещение такое, или мы уже подслеповаты. Это действительно какая-то кость, это явный мощевик. Но чем он украшен, непонятно. Мне показалось, что это люди сидят вокруг, и это тайная вечерня. Ну, в принципе, если, Чё вот, только если, не при- если не по привидится. богохульствовать, Да, то то- вполне может быть. Чего только в церкви не привидится, не примерещится. Кстати, алтарь еще, алтарь, говорю, орган еще не снимал. Мгм. Да, шикарно, конечно, все это здесь украшено. Между прочим, выполненный в стиле барокко Тимишоарский собор в немалой степени обязан своим появлением австрийскому архитектору Йозефу Эммануэлю Фишеру фон Эрлаху, о котором я упоминал в ролике «Сказ о сказочниках». В связи с изображением фасада старой библиотеки на площади Бебеля в Берлине на 1000-марковой банкноте ФРГ 1991 года. Фасаду Берлинской библиотеки он придал схожие черты с созданным им ранее северным фасадом замка Хофбург в Вене. В связи с чем книгохранилище в Берлине в свое время обзавелось шутливым прозвищем «Комод». И да, в этой поездке нам довелось снова взглянуть на детище Йозефа Эммануэля Фишера фон Эрлах в Хофбурге. В Тимишоаре находится и крупнейший православный храм Румынии. Это собор трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Его высота почти 84 метра, и украшен он 11 башнями. Между тем, храм отнюдь не старый. Возводили его в 1936-40 годах в традиционном для румыно-молдавской архитектуры стиле. Но есть в нем что-то и от византийских базилик. А мне вот даже повезло услышать доносившиеся из недр собора религиозные песнопения. Смогли мы лицезреть воочию и знаменитую капитолийскую волчицу на площади Победы, где в 1989 году и началось восстание, приведшее к свержению режима Николая Чаушеску. Между прочим, копию римской, установленную в Тимишоаре в 1926 году в память о латинской этнической общности итальянского и румынского народов. При открытии монумента присутствовали посланники Бенито Муссолини. Кстати, итальянцы подарили тогда Румынии аж целых 4 копии своего любимого маскота. 3 других были установлены в Бухаресте к 1800-летию римского завоевания Дакии, в городе Клуж-Напока и в Кишиневе. Последнее сегодня находится перед входом в Национальный музей истории Молдовы. Причем свою хищницу молдаване получили в память об объединении Бессарабии с Румынией в 1918 году. Выходит, волчица в Тимишоаре – копия бронзовой скульптуры из капитолийских музеев. Помнится, ты как-то раз брал с собой в Рим распечатки банкнот, которые как бы то ни было иллюстрировали эту знаменитую легенду об основателях Вечного города – братья Ромул и Рем, вскормленные хищницей. Ну да, в свое время римская волчица украшала албанскую купюру в 20 франгов 1939 года, времен итальянской оккупации. Именно ее я в Рим и привозил. А с тимишоарской лупой еще и такая занятная история приключалась. Когда в 1940-м по итогам второго венского арбитража Северная Трансильвания от Румынии к Венгрии отошла, Тимишоара забурлила митингами и демонстрациями недовольных граждан. Второй венский арбитраж –
Это, напомню, когда нацистская Германия и фашистская Италия чужие земли делили. В результате местные власти вынуждены были демонтировать ни в чем не повинный памятник и временно убрали его из центра города под ликующие возгласы толпы типа «Дуче, забирай свою суку обратно и делай с ней что хочешь». А мне вот еще хотелось посмотреть на чумные столпы на площади Свободы и на площади Объединения, она же Домская площадь. Ну, это та, где находится Римско-католический собор со статуями Карла VI и Марии Терезии у алтаря. Только сначала мы увидели чумной столб на площади Свободы. В средние века их понастроили по всей Европе. Вот таких колонн обычно, когда справлялись с чумой в том или ином городе, в благодарность считали-то, что помогали в этом некие святые, некие небесные силы, и вот они потом возводили такие вот колонны, столпы. И вот здесь мы имеем дело ни с чем другим. И вот самую такую изящную, крупную мы, пожалуй, посмотрим как раз в Вене на обратном пути. И тоже ее заснимем. Да, повезло нам с лесами. Это что-то ужасное. Но это современное искусство. Да. Да. И здесь самое место Ну да. этой скульптуре. Одну чуму победили, а эту чуму никак не можем победить. Кстати, официальное название этого чумного столба из известняка гласит как «Памятник Святой Марии и святому Иоанну Непомукскому». При этом Мария венчает монумент, держа в руке цветы лилии как символ девственной чистоты. Католический страстоносец Иоанн Непомукский на фотографии в центре показан справа. А вот слева один из христианских мучеников за святую веру, утыканный стрелами святой Себастьян. Он из так называемых ранних, и в отличие от Непомукского пал жертвой Диоклетиановых гонений в самом начале IV века нашей эры. А Непомукский это ведь которого сбросили с Карлова моста в Праге. Ну да, тот самый. Между прочим, Иоанн или Ян Непомук, как его называют чехи, единственный святой, кроме Богоматери, в нимбе которого сияют звезды. В мире насчитывается почти 70 тысяч статуй этого святого. Кстати, вот же на барельефе с чумного столба на центральной фотографии и показано, как бедолагу сбрасывают в холодные воды Волтавы. А на двух других барельефах в основании памятника сценки исповеди королевы Чехии и Богемии у своего духовника Яна Непомука и момент, когда инквизиторы короля требуют от священника нарушить таинство исповеди. Ах да, богемский король ведь тогда захотел знать, какие секреты его женушка поведала своему духовнику. И когда Непомук отказался отвечать, его пытали и казнили. А помнишь его памятник на Карловом мосту? Да ему там целую маленькую Мекку устроили. Это ж самое настоящее место поклонения. Люди там постоянно трут конкретные фрагменты изображений в надежде, что это принесет им удачу. Отсюда те и отполированы так, что в буквальном смысле слова сияют. А еще существует поверье, что Ян Непомук оберегает города от наводнений, а людей от утоплений. Нас подгоняло время, поэтому от осмотра других достопримечательностей Тимишоары пришлось отказаться. Правда, по пути к отелю нам на глаза попалось несколько уголков города и художественных объектов, достойных хотя бы краткого упоминания. Когда показался очередной занимательный монумент, Рольф как раз рассказывал о катастрофальных жертвах чумы 1731-38 годов, в честь которых на Домской площади и установили чумную колонну или памятник Святой Троицы. Эпидемия черной смерти унесла тогда жизни 1300 человек. Казалось бы, не то, что уж очень много, но это ведь как посмотреть. 1300 человек составляли, внимание, 1/6 часть населения Тимишоары того времени. А монумент, о котором упомянула Татьяна, являл собой довольно распространенный в Европе образ Георгия Победоносца. Встретить такие можно и в других местах. Например, мы видели изображение этого раннехристианского великомученика в Ливане.
особенно в местах компактного проживания христиан, да даже в самом Бейруте, что, впрочем, и неудивительно, если учесть, что его посмертный подвиг, тот самый, при котором Георгий бесстрашно расправился с драконоподобным чудищем, произошел как раз неподалеку от столицы Ливана. Кстати, начало традиции возведения георгиевских церквей положил древнерусский князь Ярослав Мудрый, получивший при крещении имя Георгий. Бронзовая скульптура святого в Тимишоаре вознесена на а-ля ионический капитель современной четырехгранной колонны, а та установлена на некотором подобии арены или форума, где можно было наблюдать еще и законсервированные археологами руины римской эпохи. Историки уверены, что римляне использовали укрепление древней предшественницы Тимишоары, а как она называлась, никто толком не знает, в качестве форпоста против даков. То, что раскопанные археологами стены и кладка являлись римскими, лично у меня сомнений не вызывало. Вон и в декоративном украшении перил лестницы, спускавшейся к ним, легко угадывались буквы латинского алфавита и римские цифры. А еще мы обратили внимание, что руины не стали видоизменять, а просто законсервировали сверху бетоном. Видимо, каким-то специальным раствором, чтобы ни дожди не размывали, ни какие-нибудь экоактивисты не растаскивали. Подобные примеры консервации античных развалин мы уже встречали, в том числе и в Болгарии, на мысе Калиакра. В общем, Тимишоара с исторической точки зрения оставила у нас приятное впечатление. На выходе из старого города мы попытались еще раз вспомнить, кто населял это место в самые разные исторические эпохи. В первые века нашей эры это были римляне. Им на смену приходили вандалы, готы, сарматы, гуны. А между сарматами и гунами там ненадолго устанавливали свою власть византийские наместники Константина Великого. Одно время туда заглядывали даже печенеги. А потом были еще валахи, куманы, они же половцы, и болгары, которых к концу первого тысячелетия сменили мадьяры. В начале второго тысячелетия венгерский король Стефан I сделал Тимишоару частью своих обширных владений. А в начале XIV века она даже ненадолго была столицей Венгерского королевства. До этого, в XIII веке, ее земли опустошали монголы. А потом город еще и более 160 лет находился под властью Османской империи. А еще, как выяснили историки, в Тимишоаре зародилось движение, целью которого являлось возведение на венгерский трон правителя из трансильванского магнатского рода Хуньяди, который впоследствии стал королем Матьяшем I Корвином, слывшим, помимо всего прочего, первым ренессансным правителем Восточной Европы, покровителем искусств и наук. А эта тема занимала меня особенно, потому как и Корвин, и Стефан I Великий в свое время оказались увековечены на самых, на мой взгляд, интересных банкнотах, когда-либо обращавшихся в Венгрии. Их собирательные образы и сегодня украшают национальную валюту этой страны, но те банкноты, о которых пойдет речь в последующих роликах, я давно собирался разобрать, если можно так выразиться, по косточкам, сложив для себя определенный бонистический пазл. И первая часть этого пазла находилась от Тимишоары на удалении в 150 с небольшим километров, в Араде. Вот туда-то мы с Татьяной и направились.